Металлоискатель Quest Pro – это флагманская модель от компании Quest. Благодаря трехсоставной штанге при необходимости можно быстро отрегулировать длину металлоискателя под свой рост. Блок управления с помощью крестовой отвертки можно отрегулировать под длину предплечья. Таким образом, вы получаете легкий компактный металлоискатель с хорошей глубиной обнаружения, который подойдет для взрослых и детей. Комплектуется катушкой Raptor 11 на 9 дюймов, а также беспроводными наушниками. Блок металлоискателя влагозащищенный, но погружать его под воду нельзя. Погружать под воду можно только катушку металлоискателя. Аккумулятор на 2000 мАч, он встроенный, находится в блоке управления. Заряжается с помощью магнитной зарядки. Также на тыльной стороне блока расположен разъем для подключения проводных наушников и фонарик. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке находятся клавиши регулировки громкости, справа кнопка включения Bluetooth и кнопка включения подсветки дисплея. Однократное нажатие на нее включает подсветку, а двойное нажатие включает фонарик. На лицевой панели находятся кнопки выбора режима поиска и регулировки настроек, кнопка включения и меню настроек, кнопка Pinpoint, кнопка баланс грунта и дисплей. Шкала с сегментами дискриминации находится слева. Значения VDI выводятся по центру экрана. Металлоискатель Quest Pro имеет 40 сегментов дискриминации и 3 варианта озвучки на выбор: 2 тона, 3 тона и pitch. Мы покажем пример на трехтональной озвучке. В первые 7 сегментов с VDI от 0 до 34 попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. В сегменты от 8 до 23 с VDI от 36 до 66 попадают все цели из цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В сегменты от 24 до 40 с VDI от 68 до 99 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона различаются в зависимости от выбранного вами режима поиска. Сверху на дисплее мы видим уровень громкости прибора, значок батареи, значение баланса грунта, значок подсветки и индикатор беспроводного подключения наушников. Ниже установлен уровень чувствительности. Рядом индикатор глубины залегания цели. Каждое деление означает глубину 5 см. Если при обнаружении цели горит первый сегмент, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горит четвертый сегмент, цель находится на глубине около 20-25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. У Quest Pro 7 режимов поиска. 5 из них имеют предустановленную маску дискриминации, 2 пользовательских. Меню настроек. В данном меню вы можете производить настройку металлоискателя под ваши задачи. Для входа в меню однократно нажмите на кнопку меню. Для перемещения по меню однократно нажимайте на кнопку меню. Mode. В этом пункте меню вы можете управлять параметрами поиска посредством 3 предустановленных режимов. Режим дискриминации, все металлы, статический режим с озвучкой pitch. Для осуществления настройки выберите данный пункт меню и измените значение с помощью кнопок со стрелками. Target ID. В данном пункте вы можете настроить маску дискриминации путем включения или отключения определенных сегментов. Для этого передвигаем курсор с помощью кнопок со стрелками и добавляем или исключаем нужный сегмент однократным нажатием кнопки меню. Тон. В этом разделе вы можете выбрать вариант озвучки. Доступные варианты: 2 тона, 3 тона, pitch. Изменяйте настройку с помощью кнопок со стрелками. Threshold. Это настройка громкости порогового тона. Данная настройка активна только если у вас включен режим «Все металлы», статический или динамический режим. Ручной баланс грунта. В данном пункте вы можете отстроить баланс грунта вручную, меняя значение с помощью кнопок со стрелками. Tone Space. В этом режиме вы можете настроить диапазон озвучки высокого тона в пределах от 70 до 95 и низкого тона от 35 до 65. Для регулировки используйте стрелки вверх или вниз, а для переключения между настройкой среднего и низкого тона нажмите однократно на кнопку меню. Фисен. Данный режим необходим для сильно замусоренных мест, где из-за большого количества черных сигналов вы можете пропускать сигналы от хороших находок. Для активации режима выберите его в пункте меню с помощью кнопок со стрелками и включите или выключите его. Band. В этом пункте меню вы можете выбрать частоту, на которой будете вести поиск. Доступные частоты 5, 13, 20 кГц. Низкая частота позволяет находить более глубокие цели, а высокая более чувствительна к мелким целям. Изменяйте частоту с помощью кнопок со стрелками.
Frag You. Данная настройка позволяет отстроить прибор от электропомех и имеет 5 каналов отстройки. Изменяйте значение с помощью кнопок со стрелками и выберите самый тихий канал. Режимы поиска. Для смены режима поиска зажмите кнопку «Баланс грунта» и нажимайте на кнопки со стрелками, выбирая нужный режим. Режим украшения. Используется для замусоренных мест. Данный режим имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко можете отличить цель из цветного металла от металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает мелкие цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. В этом режиме можно настроить чувствительность, нажимая на кнопку со стрелками. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. В этом режиме вам доступны настройки Mode, Target ID, Tone, ручной баланс грунта, Tone Space, FSN, Bend, Frag You. Режим монеты. Самый стабильный режим, а скорость восстановления чуть ниже, чем у режима украшения. Используйте в местах без большого скопления металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска все цели из черного металла и не озвучивает их. В этом режиме доступны настройки Mode, Target ID, Tone, ручной баланс грунта, Tone Space, FSN, Bend, Frag You. Режим пляж. Подходит для работы на соленых почвах. Маска дискриминации по умолчанию отсекает цели из черного металла и не озвучивает их. Этот режим, как и другие, можно настроить под свои задачи. Доступны настройки в этом режиме: Mode, Target ID, Tone, ручной баланс грунта, Tone Space, FSN, Bend, Frag You. Режим прииск. Предназначен для поиска золота и имеет высокую скорость восстановления и по умолчанию полностью открытую маску дискриминации. В этом режиме вам доступны такие настройки, как Mode, Threshold, ручной баланс грунта, Bend, Frag You. Режим клад. Имеет среднюю скорость восстановления и очень большую глубину обнаружения. В этом режиме вам доступны настройки Mode, Target ID, Tone, ручной баланс грунта, Tone Space, FSN, Bend, Frag You. Пользовательские режимы 1 и 2. Можно настроить под свои задачи, выбрать нужный уровень чувствительности, отстройку от грунта, открыть или закрыть маску дискриминации, настроить уровень чувствительности железа, отстроиться от электропомех и выбрать тон озвучки. При выключении металлоискателя настройки режимов сохраняются. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска для эффективной и стабильной работы металлодетектора. Перед настройкой выберите чистое место в режиме «Все металлы». Затем нажмите и удерживайте кнопку «Баланс грунта». Двигайте катушку на расстоянии 2,5-15 см над землей. Во время настройки вы увидите цифры. Баланс грунта будет настроен, как только вы услышите звуковой сигнал, а цифры на дисплее перестанут меняться. Баланс грунта будет продублирован на дисплее в верхней строке, а круговая диаграмма покажет степень минерализации грунта. Если невозможно отстроить баланс грунта на сильно минерализованных почвах, то не забывайте, что с функцией ручного баланса грунта это можно сделать вручную на любом режиме. Подключение Bluetooth наушников. Перед подключением включите металлоискатели и наушники. Для подключения беспроводных наушников нужно нажать кнопку Bluetooth справа на блоке и поднести наушники, чтобы они находились не дальше 13 см от блока управления. Наушники подключены. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока прибор не перезагрузится. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Помните, что при сбросе настроек до заводских все настройки режимов, в том числе пользовательских, сбрасываются. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск с полностью открытой маской дискриминации. Так у вас будет меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели — воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо удерживать клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать.